Друзья, всех приветствую! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня у нас индивидуальное обучение по всем антицеллюлитным техникам. Криотерапия, массаж камнями, вакуумный, массаж медовый, массаж бамбуковыми палками. И сегодня у нас Каролина. Она приехала из Сахалинской области, город Корсаков. Представляете? Правильно я говорю? Да. Это так далеко специально для того, чтобы пройти обучение. Так что всех, кто там проживает, друзья, приглашаю на массаж к Каролине. Она очень прекрасный мастер. Сейчас, когда она делала массаж, я просто вдохновилась ее техникой, увидела действительно, какой она прогрессивный специалист, хотя у нее опыта немного, но она уже действительно как опытный мастер, то есть она достаточно уверенно, красиво исполняет массажные техники. Так что, друзья, всех приглашаю к Каролине на массаж, а также приглашаю к нам на обучение, на индивидуальное или на групповое. А кто очень далеко и не может приехать, покупайте наши видеоуроки. Берем мед. Если мед засахарен, знаете, что можно сделать? Налить туда чуть-чуть воды. Вот такой он бывает прям как сахар. Крупинками. Поставить в микроволновку. Он там растает, и вы можете им работать. Берете мед. Как его наносить? Наносим сначала на руки. И вот такими движениями, достаточно медленными, мы проходим по всей поверхности бедра. С одной стороны, здесь мне не хватает, вот я его добавляю в руку. То есть вот такие движения. Смотрите, я сначала прошла по икре. Одну руку я оставила на икре, другую уже перенесла на бедро, на заднюю поверхность и пошла. То есть он у меня вот такими движениями. Я его нанесла, там, чтобы у нас было все достойно. И можно нанести вот такими лимфодренажными движениями, чтобы по всей поверхности его нанести, чтобы, когда мы будем уже делать классический медовый массаж, вся поверхность тела, она была уже, можете еще чуть-чуть взять, уже в меде. Ну, естественно, на ягодицу мы наносим, на ту зону, с которой мы будем работать. Нанесли. Так как у нас антицеллюлитный, все-таки это массаж, методика антицеллюлитная, мы начинаем с бедра работать. Потом мы переходим на зону икры, а потом опять на бедро. То есть мы чередуем зоны и смежные тоже задействуем. Самое важное, когда мы отклеиваем одну руку, так скажем грубо, другая у нас фиксирует клиента. То есть нет такого, что они не фиксируют. Одна отклеилась, другая прям стоит на клиенте. Мы прям вес свой на клиента облокачиваем. То есть мы должны за клиента зафиксировать, чтобы он никуда у нас не улетел с кушетки. Это действительно создает доверие. И еще плюс создает дополнительную компрессию, которая тоже у нас будет влиять на межклеточную жидкость, как перекаты палками. Помните, я говорила, если мы чуть-чуть надавливаем, это уже плюс для нашей межклеточной жидкости, для того, чтобы уменьшить отек. То есть мы прям надавливаем, и старайтесь надавливать и чуть-чуть смещать сюда, и потом уже другой рукой. То есть не к коленному, подколенному сгибу, к лимфатическому узлу, а наоборот, к паховому. Вот это будет очень жесткое движение. И сразу такими движениями мы, конечно, не работаем. Это уже к, я не знаю, к 8-й, к 9-й процедуре, кто уже привык. Можно внутреннюю сторону как проработать? Положили прям 2 руки сюда и поднимаем пальчики. Один пальчик, ну, руку другую, одну другую. И получается достаточно легкое движение, не болезненное для клиента и адекватное для внутренней поверхности бедра. Потому что если мы будем делать сильно эти движения на внутренней поверхности, будет жутко больно. На внешней поверхности бедра главное, да, правильная стойка, чтобы нога здесь у нас был упор. Немножко так присели. Здесь тоже надо зафиксировать клиента. И уже на бедрах, на ягодицах можно прямо одной рукой поработать, другая у нас клиента фиксирует. В одной зоне 4-5 раз сделали на одном месте, переместились. 1, 2, 3, 4, 5. В другое место. Вот видите, такая вибрация идет.
Это очень... Можно на пальчики зафиксироваться. Также мы давим на клиента, но работаем основанием ладони. То есть по-разному. Если клиент уже адаптировался, привык к процедуре к такой, можно также с компрессией, да, компрессию я создаю и начинаю работать на внутренней поверхности бедра уже большей площадью и более резкими движениями, но тоже пальчиками, не всей рукой. Как, Кать, ты чувствуешь? Ну, внутренняя хорошо, внешняя, конечно, уже прям... Ну, потому что мы внутреннюю щадим поверхность. Мы тебя щадим. На икрах то же самое, все, ничего сложного нет. Также на руках, на спине. Здесь, да, можно поработать сначала. Мы же понимаем, что мы руку ставим, получается, мы работаем только вот с этой поверхностью. Нам надо еще боковые поверхности проработать. Встали немножко под углом и одной рукой пошли. Можно двумя. Но мы перекатываемся как бы с основания на пальчики, с основания на пальчики, с основания на пальчики. И получается такой легкий срыв не всей поверхностью ладони, а именно он такой перекатывающийся. Вот вы обучались когда медовому массажу? Знали ли вы эти движения или просто показывали ровно? Перекаты. Тоже, да? Перекаты обязательно. Угу. Чтобы не было больно, да? Здесь перекаты для того, чтобы не было сильного рывка именно всей поверхностью. Для этого и делаются эти перекаты. Также можно ногу в сторону, боковую поверхность проработать бедра, ножку чуть-чуть в сторону, сгибаем, да, вот так одну поверхность. Также наносим мед. Главное его хорошо в руках распределить. Да, я обычно наношу сначала мед на все поверхности для того, чтобы его распределить хорошо. То есть просто вот такими движениями можно нанести мед. Также по меду очень хорошо работать с подкожно-жировой клетчаткой. Она не скользит. Это не масло и не на сухую. Когда бывает больно, именно кожа немножко так тянется и бывает чувствительно. Вот с подкожно-жировой клетчаткой также мы работаем. Также формируем валик и начинаем проработку подкожно-жировой клетчатки. И здесь то же самое можно сделать, также проработать, то есть чередовать движения. Помните, мы ставим треугольник, не перебираем, а чтобы больше как бы была чувствительность, больше у нас был прогресс от этих процедур. Есть эффект, чувствуется? Больно, да? Ну да, да. И здесь стараемся кожу сильно не смещать, потому что так не очень, да, для кожи приятно. Угу. Вот, то есть мы формируем валик, мы его как бы натягиваем, именно центральную его часть, и отпускаем. Здесь вот такого не должно быть. Коже неприятно будет клиенту. Вот в одной прям зоне поработали, перешли в другую. Напрягли вот этот валик из подкожно-жировой клетчатки, вот он. Поздвигали его, перешли в другую зону. Друзья, сейчас вы увидели фрагмент из нашего индивидуального обучения. Приходите к нам на очное обучение, индивидуальное или групповое. У нас мини-группы, поэтому информация всегда будет доступна. У нас нету 10 человек группы, 20 человек. У нас максимум на очном обучении 6 человек. Поэтому я подхожу к каждому объясняю, на каждом показываю, и вы можете почувствовать руки мастера на себе и потом дать обратную связь своим коллегам по обучению. Приходите к нам, друзья. До встречи!